Однажды фермер по имени Михаил вошел утром в старый сарай, чтобы выпустить коз и взять инструменты для работы. В дальнем углу, среди сена, он неожиданно заметил несколько маленьких пушистых котят. Они были необычно крупными, серовато-белыми и держались очень настороженно. Когда мужчина попытался взять одного на руки, малыш зашипел и прижал уши. Михаил решил, что кошка-мать где-то рядом, но сколько ни искал, так ее и не нашел. Ферма стояла далеко от соседних домов, поэтому появление котят оставалось загадкой. Мужчина не смог оставить их без помощи. Он перенес малышей в дом, устроил им теплое место и начал кормить молочной смесью. Первые дни котята прятались от человека, но постепенно привыкли к его присутствию. Они быстро росли, становились все активнее и уже через несколько недель начали самостоятельно есть мясо. Михаил заметил странности в их поведении. Котята почти не мурлыкали, редко просились на руки и часами могли сидеть в траве, наблюдая за птицами и мышами. Позже они начали охотиться на грызунов вокруг сарая и ловко лазили по деревьям. Их густая шерсть становилась все плотнее, а лапы выглядели слишком крупными для обычных домашних кошек. Несмотря на это, Михаил привязался к своим необычным питомцам и считал, что ему просто досталась редкая порода. Через несколько месяцев на ферму приехал ветеринар, чтобы осмотреть заболевшую козу. Закончив работу, он заметил молодых животных возле забора и сразу заинтересовался ими. Подойдя чуть ближе, мужчина внимательно посмотрел на их широкие морды, короткие хвосты и большие лапы, после чего задал Михаилу неожиданный вопрос. Откуда у него эти звери? Фермер рассказал про найденных в сарае котят. Тогда ветеринар объяснил, что это вовсе не домашние кошки. Перед ним были детеныши дикой рыси, которые каким-то образом остались без матери и нашли укрытие на ферме. Михаил долго не мог поверить услышанному. Теперь становилось понятно, почему животные всегда держались независимо и почему у них так рано проявились сильные охотничьи инстинкты. Ветеринар сразу связался со специалистами по дикой природе. После осмотра выяснилось, что молодые рыси здоровы и уже достаточно самостоятельны. Их перевезли в реабилитационный центр, где несколько недель готовили к возвращению в природу. Позже животных выпустили в большой лесной район, вдали от дорог и населенных пунктов. Михаилу было тяжело расставаться с ними, но он понимал, что дикие кошки должны жить на свободе. Когда-то он просто решил спасти несколько беспомощных котят, даже не подозревая, что помогает настоящим лесным хищникам.